Здравствуйте, друзья! Предпоследнее воскресенье перед Рождеством называется «Неделя о святых праотцах». И мы читаем из 14 главы Евангелия от Луки. Иисус рассказывает: один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнила, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых и мало избранных». Эту же притчу нам рассказывает и евангелист Матфей в своем Евангелии, но немножко по-другому. Другие у него акценты. Вот, например, у Матфея это царь дает ужин по случаю брака своего сына. У Матфея этот царь жутко обижается на приглашенных за то, что они не приходят. И все кончится достаточно плохо. Те убивают его рабов, царя, а царь убивает их. То есть совсем другая ситуация. И третье, в Евангелии от Матфея потом есть другой эпизод о человеке, который не в брачной одежде. А вот у Луки другие акценты, как я уже сказал. А акцент именно в том, что эти рабы идут приглашать других новых людей на пир, и приглашают увечных, хромых, слепых и так далее. Но когда их уже звали, все равно есть еще место, о чем пишет евангелист. Есть еще место, и дальше этот господин говорит: идите и убедите всех прийти на пир. Вот этого нет у Матфея. Поэтому эти два текста все-таки отличаются достаточно серьезно. В Евангелии от Луки очень часто мы видим такие сцены, где люди вместе принимают пищу, то есть обедают или ужинают. Это либо притчи, которые об этом говорят, как в данном случае, либо какие-то эпизоды, где сам Господь участвует в каком-то обеде, в каком-то ужине. Мы знаем, что эти общины, к которым обращается в своем Евангелии евангелист Лука, они фактически в их составе были крестьяне из иудеев, а также другие христиане из язычников. И вот эти две общины, а точнее как бы разные составляющие одной и той же общины, иногда конфликтовали. Например, мы знаем точно по свидетельству из Деяний святых апостолов о том, что именно в Иерусалиме у апостола Петра были очень серьезные неприятности, можно сказать, и определенный конфликт с местной общиной за то, что он бывал дома у язычника Корнилия и принимал с ним пищу. Вот, собственно, поэтому в этой притче, где люди приглашаются на какой-то пир, на какой-то ужин, не хотят участвовать, имеют какие-то поводы, причины, мотивации, чтобы не участвовать, но их настойчиво приглашают других, приглашают третьих. Всем этим, в том числе
апостол и евангелист Лука хочет нам показать, что эти христиане, кто из язычников и кто из иудеев, должны были быть вместе и обедать вместе и принимать как обычную пищу, так и Евхаристию, несмотря на то, что традиции были совершенно разными. Мы видим, что эти люди, которые приглашены на ужин, они объясняют, почему не могут участвовать, не могут принимать вот это приглашение. Вот кто-то купил валов, кто-то женился, кто-то построит дом и так далее. И вот нам кажется немножко странные эти поводы неучастия в этом ужине. Но дело в том, что здесь есть скрытая цитата. Потому что в книге Второзакония мы находим очень важное место, где объясняется избранному народу, по каким причинам человек, который должен воевать, чтобы защитить свой народ, может не участвовать в войне. Вот именно в книге Второзакония мы читаем, что кто построил новый дом и не обновил его, пусть идет и возвратится в дом свой, то есть не идет на сражение. Также, кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, и также не участвует в сражении. И кто обручился с женою, но еще не жил с ней, пусть идет и возвратится в дом свой. Очевидно, эти люди, которые объясняют, по каким причинам не могут принимать это приглашение, они ссылаются на эти причины. То есть причины были довольно весомые и серьезные, потому что именно закон Моисей, скажем, предусматривал даже не участие в войне, при том войне, в которой они защищали собственный народ. Вот, значит, у этих людей были серьезные причины не участвовать. И тем не менее, вот человек, который приглашает, хозяин, обижается на них. Конечно, эта притча о приглашенных на пир ставит перед нами вопрос о приоритетах. Вот у этих людей были вполне нормальные аргументы, чтобы не принимать это приглашение. И тем не менее, как мы видели, даже об этом это было предусмотрено в Второзаконии. Но вот этот человек обижается, приглашающий человек обижается. И дальше он просит своих рабов пригласить увечных, хромых, слепых. Что это означает? Вот это именно те люди, которые считались нечистыми, которых обычно никто не приглашал на ужин или не обед, которые даже не имели права участвовать. Вот именно такие и приглашаются. Вопрос о приоритетах. У нас бывает, что есть поводы не участвовать, например, в молитвенной жизни, даже поводы не участвовать в принятии таинства. Вот Господь здесь нам задает такой вопрос. Он приглашает всех. И ему чрезвычайно важно, чтобы мы приняли это его приглашение. Дальше мы видим, что этот господин говорит своим рабам: идите по деревням и убедите их прийти. На самом деле по-гречески сказано не так. Сказано: заставляйте их прийти. Это удивительный текст. Что здесь имеется в виду? Конечно, вряд ли рабы могли кого-либо заставить прийти на какой-то ужин или обед. А уж тем более хромых, слепых, бедных и так далее. Каким образом? Здесь, конечно, имеется в виду, чтобы действительно эти рабы могли донести до этих приглашенных о том, что вот этот господин их очень ждет, и что для него чрезвычайно важно их участие. Вот об этом идет речь. И об этом Господь и нам говорит. Мы всегда по определению недостойны общению с Богом, но Бог нас приглашает. И Ему чрезвычайно важно наше участие.
Конечно, нам важно участвовать в ужине, в пире Господне, куда Он нас зовет. Но и Ему важно, чтобы мы были, чтобы мы принимали это приглашение. Есть еще место, говорят эти рабы. Вот туда нас Господь зовет, потому что Он хочет, чтобы мы все были и участвовали. Вот замечательный возглас, который говорится во время службы прежде священных даров. Свет Христов просвещает всех. Он хочет простираться именно до всех. И вот эта притча заставляет нас об этом подумать.